После ожесточенных боев первых месяцев 1943 года на Советско-Германском фронте наступило короткое затишье. Обе стороны оперативную паузу использовали для подготовки к активным действиям летом. Немецкое командование, осознавая, что наступление со стратегическими целями невозможно, ищет способ нанести болезненный удар с целью уничтожения советских резервов. Одним из сюрпризов для советской стороны должны были стать новейшие немецкие танки «Тигр», «Пантера» и «САУ Фердинанд». Однако и основные немецкие танки «Панцер-3» и «Панцер-4» были модернизированы и по своим боевым возможностям превосходили танки, которыми располагал Советский Союз к лету 1943 года. 4 июля 1943 года Вермахт заканчивает подготовку к наступлению, цель которого – окружение и уничтожение советских войск, расположенных на так называемом Курском выступе. Советское командование, верно определив место будущей схватки, тщательно организует оборону и наращивает резервы, но недооценивает силу готовящегося удара врага на южном фасе Курской дуги. Тем не менее, начавшееся 4 июля немецкое наступление развивается не по плану. И к вечеру 11 июля наступление остановлено на подступах к железнодорожной станции Прохоровка. Командование Воронежского фронта принимает решение нанести контрудар. Валерий Николаевич, правильно я понимаю, что прямо за нами место развертывания 29-го танкового корпуса? Да, танки проходили примерно 200-300 метров, и за вот этой небольшой посадкой, это отрог балки, разворачивались боевые порядки и переходили в атаку в направлении высоты 252,2. Около 8:30 утра 12 июля 34-ки 5-й гвардейской танковой армии Павла Ротмистрова наносят контрудар по позициям дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер на высоте 252,2 и в совхозе Октябрьский. Начались бои, названные впоследствии танковым сражением под Прохоровкой. Волей судеб название Прохоровка прочно ассоциируется с действиями советских танковых войск во Второй мировой войне. Оно даже стало символом действий наших танкистов в 41-45 годах. Парадокс ситуации заключается в том, что и поныне этот бой, это сражение остается загадкой истории. Теперь пришло время расставить точки над «и». Хочешь знать, что произошло на самом деле? Подпишись на канал проекта, следи за новостями, поддержи работу над фильмом.